Жить в мире. Не проводили время зря впустую. Вы смогли победить это зло. В Украине демократия, там демократическим путем была сменена власть. У нас тоталитарный режим. Сохранили в себе понятие гражданин и порядочность. Живите без войны. Будьте людьми. Какое послание вы бы положили в капсулу времени для потомков? А вот которая была там у памятника Ленина раньше, комсомольцам нынешних годов. Мира, добра и счастья. Не знаю, честно. Samsung лучше айфона. Чтоб учились, а не проводили время зря впустую. Наверное, этого. Чтобы родители слушались в первую очередь. Ну, Все, в принципе. Живите без войны. Вот такой посыл. Не знаю, долго жить. Быть честными, доброжелательными и помогать друг другу. Для потомков вложитесь в крипту, биткоин, во. Я так Для думаю. потомков. Надеюсь, вы смогли победить это зло. Ребята, и вы живете лучше, чем мы. Вот так, наверное, сказал бы я потомкам. Да, я не понимаю, что вы говорите. Да какой капсулы-то? Для потомков выжить в наше время. Я бы подумал сейчас, какое послание передать. А если их много? Передайте много. Будьте людьми. Еще живите счастливо. И помните, счастье, оно не только в деньгах, оно еще и вот здесь, вот у вас в голове. Чтоб сохранили природу. Живите мирно. Ну, вы что-то прям меня это... Не знаю, откровенно говоря. Ничего. Не скажу. Не знаю. Будьте верны Родине. Все. Век живи, век учись, наверное. Ну, чтобы учились побольше. Возможно, что-нибудь типа берегите время, которое вы пропускаете просто так, вот как сейчас это происходит, у молодежи особенно. И все. Ой, это очень такой серьезный вопрос. Очень серьезно. Да, подход к нему очень такой. Ну, я думаю, память, которую должны они ценить и уважать. Мое мнение такое. Не надо ничего класть. Полнейшая глупость. Советский пример тому есть. Сколько всего клали, а там такая запикайте, поеботина написано, что как бы... А сможем ли мы жить как вот европейская, процветающая, демократическая? При Путине нет, при этом режиме однозначно нет. Тоталитарный режим, он ни к чему хорошему не приведет. А как вы думаете, могут ли граждане как-то повлиять, если на выборы ходить бесполезно, а на митинги тюрьма? Могут. Было бы желание. Все могут, все в руках людей. У нас демократии в России нет, у нас тоталитарный режим. В Украине демократия, там демократическим путем была сменена власть. А если в государстве не меняется власть годами, и один и тот же человек, и кукольные там всякие партии, ну, о какой демократии можно говорить? Здоровья ребятам. Все? Все. Сотовый телефон. Свой положили бы телефон? Да. А зачем? Чтобы они потом обалдели, какой мы ерундой пользовались всю свою жизнь и мучились. А вы? Они что-нибудь придумают получше. Я не знаю, у меня нет идей. Ничего, Почему? потому что мне ничего не надо. Ой, извините, это для молодых. Ой, я много уже чего оставил. Человечность, порядочность в своего внука и внучку. В дочь. И это еще много чего я делал. И музыку писал, и стихи. Пожелали бы что? Вот представьте, через 60 лет вот кто-то открывает вот эту капсулу и читает. Вот что бы он от вас прочитал? Чтобы вы сохранили в себе понятие гражданин и порядочность. Чтобы вы остались цивилизованными людьми, чтобы это не превратилось в какое-то обезличивание. Вот что я пожелаю. Девочка от меня совершенно, прошу прощения, мне совершенно непонятно, о чем речь идет. Какое послание вы бы положили в капсулу времени для потомков?
Миленько, такие вопросы задаете. Я не помню, как мне фамилия, но мне такие вопросы задают. Слушайте, интересный вопрос, надо подумать. Так, Знаете, как вот недавно открывали капсулу времени, 60 лет прошло, и вот мы читали, что нам прошлое поколение желало, советовало, как они думали, как мы будем жить. Вот. это, наверное, всегда это актуально. Жить в мире. Я думаю, что это. Жить в мире и согласии. Я думаю, так. Ничего. У меня, я сейчас вам никакой совет не могу сказать, и я тороплюсь на поезд очень. Так что, а потом я слишком большая, чтобы я уже плохо соображаю. Очень жалко, что не передается вкус продуктов деревенских. К сожалению, это положить нельзя в коробку. Ну а так, я не знаю, может быть, сборник Гарри Поттера, вдруг он потеряется и не будет никому интересен к тому моменту. Пожелали бы, что вот будущим поколениям? Не загрязнять пляжи, пожалуйста. Что бы вы оставили, положили, написали в капсулу времени для потомков? Для потомков. Вопрос такой интересный, конечно. Да тут не угадаешь, не предскажешь. На самом деле. Очень сложный. Тут не угадаешь, не предскажешь, не угадаешь. Ну и чтобы люди просто добрее были. И общались друг с другом почаще и получше. Представьте, что через 60 лет кто-то вот открывает, что он от вас там прочтет. Учите люди историю, изучайте. Это очень интересно. И если вам нужно получить ответ на что-то в нынешнем времени, просто посмотрите, что произошло раньше. Так получается, что история очень циклична, и вопросы, которые возникают сейчас, можно ответы найти в прошлом. Если бы у вас была возможность, что бы вы положили, написали, опустили в капсулу времени для потомков? Наверное, это будет какая-нибудь очень хорошая книга. Какая? Я бы сказал бы то, что это был бы книга Федора Михайловича Достоевского «Двойник». Деньги. Деньги? Да. А вы думаете, будут рубли такие, как есть сейчас? И там все будет от денег все зависит. Они хотят вернуть полтинник 50 рублей старых. И все остальное. Для детей главное, чтобы здоровье, жительность и все остальное было. Вот видели, как вот открыли недавно капсулу, вот. Пожелания имеете в виду? Надеюсь, у вас все хорошо, вы не совершаете таких же ошибок, как мы в наше время. Живите по законам наших предков. Это по каким законам? Каких предков? У наших предков разные. Женщины – это женщины, мужчины – это мужчины. Мужчина всегда должен защищать женщину, защищать родину. Ну, как бы все.